Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хё, и сегодня мы будем шить сарафан для кукол. Выкраиваем детали, добавляя 5 мм на швы. Для работы я взяла вот такую ткань. Она чем-то похожа на джинс, но это довольно рыхлый 100% хлопок. На юбке можно делать разрез не по всей длине, а только сверху для застежки. По верхнему и нижнему краям юбки делаем надрезы на припусках, загибаем их наизнанку и приклеиваем или пришиваем их. Чтобы легче было сделать ровную отстрочку, можно сначала посадить подгибы на животку. Просто прокладываем шов вперед иголкой. А чтобы потом ее было легко удалить, лучше взять контрастную нить. Декорировать юбку я буду вот таким хлопковым кружевом. Сначала лучше наметить положение кружева с помощью швейных булавок, если нужно сформировать складки, и затем прошить по окружности. Далее сформируем нагрудник. В закругленных местах делаем надрезы на припусках. Сажаем припуски на животку с 3 сторон, кроме нижней. И также по краю делаем отстрочку. Теперь совмещаем серединки юбки и нагрудника и сшиваем их между собой наизнанке. Сверху на юбку пришиваем застежку. У меня это будет липучка. Также можно сделать кармашек. Срезаем уголки и загибаем припуски наизнанку. Их также можно прострочить, но в данном случае я не хочу, чтобы кармашек выделялся, так что просто приклею его. Использовать буду универсальный ацетатный строительный клей. В качестве пояса у меня будет вот такая плетеная лента. Сделать ее очень легко. Просто связываем узелки один за другим и пришиваем поясок. Сшиваем разрез юбки на изнаночной стороне до застежки. Чтобы кукольные платья сидели по фигуре, многие используют одну маленькую хитрость. Это своего рода трусики. Берем небольшую полоску ткани и пришиваем один край к стыковочному шву спереди, а другой пришиваем сзади чуть ниже застежки. Срезаем лишнее. И теперь наш сарафан никуда не сползет. Из полоски ткани примерно в 1 см сделаем лямку. Я сложу ее вдвое и просто склею половинки. Можно сложить и в 4 раза, спрятав края, но на мой взгляд для этого сарафана такие лямки будут слишком толстыми. А также при желании их можно отстрочить. Для большей реалистичности я хочу сделать застежку для лямок. Для этого я буду использовать круглогубцы, тонкогубцы и кусочек проволоки. Здесь я буду использовать ювелирные пины. Они довольно мягкие, податливые и удобные в работе. Но подойдет и обычная скрепка. Загибаем край, перехватываем и загибаем в другую сторону. Теперь делаем кольцо круглогубцами. Если их нет, можно загибать о спицу или даже зубочисткой. И повторяем первые 2 загиба. При желании можно придать и более сложную форму. Вставляем лямку и зашиваем или заклеиваем край.
Нитки можно замаскировать, например, клепкой из украшения для ногтей. Этот набор я купила на AliExpress. Ссылку на него я оставлю в описании. В качестве пуговок можно взять пару бисерин. Пришиваем их на края. И теперь одеваем на них лямки. Замеряем нужную длину и пришиваем другой конец лямки сзади, отступив примерно сантиметр от застежки. И вот такой милый сарафанчик у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Заходите ко мне и в другие соцсети. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!